Сегодня поговорим о кошмаре многих художников. Рисование рук. Хуже рук может быть только рисование тела в ракурсе. Даже искусственный интеллект не любит рисовать руки. Я покажу вам свой скетчбук. Это далеко не первый мой скетчбук с руками. В первом все было намного хуже, и там я рисовала по схемам. Честно, сколько я не пыталась рисовать по схемам, построения руки у меня не выходили. Точнее как, они получались, но получались какими-то роботизированными, простроенными, а я хотела чего-то текучего, плавного, очень художественного. И как только я пыталась нарисовать руки без построения, они у меня не очень получались. Поэтому я решила больше не делать построение рук, а рисовать от силуэта. Я расскажу несколько небольших советов, которые помогли мне сделать мои руки более художественными, а не схематичными. Первое. Если даже у вас не получаются руки, вы должны все равно рисовать руки. Вы должны практиковаться и нарисуйте 101-ю пару рук, и вы посмотрите, что она намного лучше первой. С этим советом все ясно, тут все логично. Практика, практика, практика. И еще раз практика. Но практиковаться тоже нужно осознанно. Есть референсы рук, которые изначально не подходят для того, чтобы быть красивыми, потому что как и у поз, так и у рук и разворотов есть неэстетичный вид. На работах старых мастеров вы никогда не увидите, как кто-то держит что-то вот так. Или вообще просто руки в таком положении. Это какой-то крабик. То есть руку в таком положении вы нигде не увидите, просто потому что это некрасиво. Скорее всего, это будет как-то так, так, так. То есть иногда это даже не практичный жест, но он зато будет очень красивым. Поэтому находите правильные референсы. Не все референсы одинаково полезны. У меня есть доска на Pinterest, я оставлю ссылку внизу с руками, можете использовать ее. Там я попыталась собрать более эстетичные руки в интересных разворотах. Там есть несколько примеров не совсем удачных рук, я как раз сохранила их для этого видео. Дальше я вам покажу. Итак, с основным мы разобрались. Не все референсы подходят для того, чтобы их использовать. Кстати, насчет референсов вы можете также пофоткать свои собственные руки. Следующий небольшой совет — это рисовать цветными карандашами, мягкими цветными карандашами. Сама по себе линия мягкого цветного карандаша очень толстая, что дает нам хорошую динамичную линию. И нет ничего хуже линии одной толщины, запомните. Линия одной толщины — это ужас. Для того, чтобы рисовать тонкими линиями, нужна определенная уверенность в ваших штрихах. Если сейчас руки у вас не получаются, рисуйте толстыми цветными карандашами, не заточенными остро, или просто мягкими карандашами, которые вы тоже не будете прям остро затачивать. Толстая линия карандаша помогает нам своей толщиной сгладить, улучшить те моменты, которые тонкой линией казались бы неверными. То есть вы еще не совсем уверенно можете провести линию, чтобы она была правильной, чтобы она подчеркивала форму, но толстая линия, она как бы сгладит все эти нюансы. Цветными карандашами создается такой приятный объем. Когда у вас начали уже получаться руки, вы можете взять обычный карандаш или тонкий карандаш и растушевщик и делать более завершенные композиции со светом и тенью. Но для начала я советую вам делать просто линейные наброски карандашами и практически не использовать тон. На первых этапах не старайтесь повторить все в точности, не старайтесь срисовать референс. Даже если у вас получаются более удлиненные пропорции рук или более толстые, чем на референсе, главное сейчас это уловить движение. Некоторые художники, наоборот, все время удлиняют пальцы, и это их фишка. У таких художников, у всех персонажей длинные пальцы, что тоже дает особой выразительности. Итак, как же рисовать руки без схем регистрации СМС? Для того, чтобы рисовать без схем, нужно использовать силуэт. Это другой метод рисования. Не от построения идти, а от силуэта. Силуэт вообще очень мощная вещь, его лучше тренировать. Пока я готовилась к этому видео, я поняла, что про силуэт, наверное, нужно сделать вообще отдельное видео. Иногда удачный силуэт может вытянуть неудачную работу. Если вы никогда не рисовали силуэтом, вам следует потренироваться. Чтобы потренировать рисование силуэтом, можно взять кисть или брашпен. У меня вот такой от Малевич. Он мне, кстати, очень понравился. Все остальные брашпены, которые у меня были до этого, как-то у меня не задержались. А этим я рисую прям теперь на постоянке. И концепты маленькие делаю. И, в общем, он мне прям очень зашел. И я надеюсь, что он не будет течь в сумке. Я скоро возьму его в небольшое путешествие и
Мне очень нравится, что можно его заправлять самому любыми чернилами, какими ты хочешь. А чернил у меня теперь много. Если кто не видел, посмотрите ролик про распадающиеся чернила. И их я тоже теперь буду заливать в этот брашпен. Боже, так много сказала про этот брашпен, наверное, надо тоже отдельный ролик делать. Вообще Малевич уже должен мне платить. Итак, вернемся к силуэтам. Для тренировки силуэта можно использовать какие-нибудь совсем обычные формы, силуэты портретов, части тел или те же самые руки. Должно это выглядеть примерно так. То есть вы не прорабатываете детали, вы прорабатываете силуэт. Да, наверное, сниму отдельное видео про силуэт. После того, как вы начали с простых предметов, но не сильно зависайте на простых предметах, потому что на самом деле делать силуэты кубиков, кружочков очень легко. Сложнее делать силуэты органических форм. Поэтому переходите быстрее к органическим формам и более сложным формам, как силуэту людей и те же самые руки. После того, как вы попрактиковались рисовать силуэты, ну или пропустили этот шаг, переходим к рисованию силуэтов рук. Главный секрет в чем? Здесь нужно больше думать и анализировать, чем рисовать. Когда вы рисуете схемами, более-менее все просто. Здесь ладонь, которая похожа на квадрат, из нее выходят отдельные отрезки, прямоугольники — это пальцы, каждый прямоугольник определенного своего размера, да, под каким-то наклоном, то когда вы рисуете от силуэта, вы должны скорее анализировать длину линии и соотношение этой линии к предыдущей, которую вы нарисовали. То есть вы должны анализировать отрезки, насколько этот отрезок длиннее, чем вот этот отрезок. И в целом, без рисования схемы, уловить всю вот эту массу силуэт. Да, это сложно, поэтому лучше сначала потренироваться рисовать просто силуэты, которые я показала ранее. Когда вы рисуете силуэты, вы смотрите на общую форму и соотношение определенных отрезков друг к другу. Сначала мы рисуем общий силуэт и только потом детали внутри. На первых моих скетчах даже видно, что я вовсе не рисовала детали внутри, а больше была заинтересована в силуэте. На первых этапах вообще можете не углубляться в детали, как ногти, какие-то линии на руке, можете просто улавливать силуэт. Такой метод, возможно, сложнее и может подойти не всем. Но если вы хотите действительно научиться рисовать руки, а не чертить их по схемам, то вам определенно нужно попробовать рисовать от силуэта. Все приходит с опытом, и в определенный момент мы не чертим линии построения, чтобы нарисовать фигуру. Мы набрасываем силуэт фигуры достаточно легко. Так произойдет и с руками. Я взяла референс, можно сказать, средний, не самый удачный, но и не рука-крабик. И нарисовала его силуэтом, который, кстати, не очень получился. Такое тоже может быть. Вы не сильно расстраиваетесь, если силуэты сначала выглядят вот так. Через какое-то время, когда вы потренируетесь, они будут выглядеть уже вот так, более прилично. Итак, у нас получилась откровенно какая-то клешня. Далее я взяла, нарисовала эту руку линиями того же брашпена. Она тоже похожа на что-то неподобающее. И еще раз я нарисовала эту же руку. Явно тут проблема с пропорциями, но я нарисовала эту же руку цветным карандашом. То есть вы можете сравнить, почему я не советую вам рисовать руки брашпенами или тонкими карандашами. Посмотрите, насколько эта рука, нарисованная мягким карандашом, выглядит намного лучше, чем нарисованная брашпеном или если бы это был обычный тонкий карандаш. Не забывайте про разницу линий. И мы проходим по ключевым точкам. Причем, как выбрать эти ключевые точки? Те, которые ближе к вам, или просто вот вы так чувствуете. Ну, в основном это бывают костяшки, потому что они достаточно острые и выступают. И, собственно, все линии, где преломляется форма, они могут быть выделены вот таким дублирующим штрихом. Вот еще один пример рук. Я нарисовала сначала силуэт. Не беспокойтесь, если вы не улавливаете пропорции или наоборот где-то пропорции уменьшаете или вытягиваете. Главное, чтобы в целом это смотрелось более-менее гармонично. И наша главная цель рисования таких рук — это именно выразительность движения. То есть на референсе, возможно, более короткие пальцы, более широкая ладонь, у вас получается какая-то более худая рука, чем на референсе. Но самое главное, если вы уловили движение, если
ваша рука передает какое-то настроение, какую-то плавность, то это уже победа. Не обязательно срисовывать референс. Это видео просто открытие, мне нужно делать еще видео про референс. Ну, суть вы уловили. Допустим, у вас уже получается что-то по типу вот этих набросков. Достаточно плавные, красивые руки, передающие движения. Ну, красивые с натяжкой, но вы поняли. Плавные руки, плавные линии, передающие движение и какое-то настроение. И, по крайней мере, видно, что это руки. Что делать дальше? Дальше вы уже можете взять тонкий карандаш. Я рисовала механическим, и также я взяла растушевщик и глубже разбиралась в этой теме рисования рук от силуэта. У меня даже в записях здесь отмечено, что стилизация для выразительности, то есть вы можете использовать стилизацию, и удачный силуэт самое важное. То есть то, о чем мы говорили, хорошо подобранный референс изначально. Сила художника как раз в том, что он подчеркивает какие-то моменты, которые ему видны, а обычным людям нет. На левом развороте у меня более стилизованные вытянутые руки с какими-то длинными ногтями, возможно, какие-то ведьминские, даже непропорциональные, можно сказать, но зато выразительные. И на правой стороне у меня больше акцент на силуэтность и какое-то движение, наверное. Дальше я попыталась добавлять уже какие-то линии, которые есть на руке, давать какие-то в руку предметы. На начальных стадиях советую вам рисовать руки без ничего, которые ничего не держат, просто в каком-то свободном, так сказать, полете. Вот изначально покажу вам, у меня были какие-то очень простые предметы по типу стаканы, какие-то яблоки, круги. Потом уже я взяла более сложные предметы, вот какая-то кукольная оторванная голова, ключ. Ну, опять же, тут все схематично и даже очень недорисовано. Так как этот скетчбук у меня не посвящен полностью рукам, тут как бы есть все, поэтому показываю вам только части, где есть руки. Хочу обратить внимание, что правило силуэта и его удачность, она действует также и в других частях тела. Вот, допустим, эта девушка слева, она очень красивая по силуэту, у нее такой прям считываемый силуэт хороший, и поэтому этот эскиз выглядит таким интересным, его интересно разглядывать. Именно вот это видение красивого силуэта и дает максимальную художественность вашим скетчам. Поэтому я советую вам очень хорошо поработать над практикой рисования силуэтом. На этом все, основную идею вы поняли. Напишите мне внизу в комментариях, если хотите отдельное видео про силуэты. Что там еще было? Отдельное видео, как работать с референсами, и что-то там третье еще я упоминала.